Всем привет! С вами Город Леса, и сегодня мы рассмотрим, как рассчитать абсолютно любые материалы на отделку вашего дома внутри или снаружи двумя способами. Итак, вооружайтесь блокнотом и ручкой, поехали! Итак, первый способ мы будем считать по площади. Это самый простой и быстрый вариант расчета материалов. Например, возьмем комнату размером 6 на 3 с двумя окнами 1,5 на метр и дверь метр на 2. Высота помещения 3 метра. Что мы здесь будем считать? Мы будем считать стены, полы и потолок. Чтобы посчитать чистую площадь стен, считаем стены и вычитаем окна и двери. Площадь стен – это периметр по полу 6 на 3, соответственно, у нас по 2 стороны. И умножаем это все на высоту. Получается 6 плюс 3 умножаем на 2 и умножаем на высоту 3 метра. 54 метра квадратных. Теперь вычитаем площадь окон. Площадь окон – это метр на 1,5 и умножаем, соответственно, на 2 окна. Получается 3 метра квадратных. Площадь двери у нас 2 метра на метр. Это 2 метра квадратных. Итак, итоговая чистая площадь – это площадь стен минус площадь окон и площадь дверей. 54 минус 3 и минус 2 будет 49 метров квадратных. Далее мы всегда предупреждаем клиентов, что материалы всегда необходимо подогнать в размер под окнами, над дверью и, соответственно, от двери до стены с обеих сторон. Поэтому будут обрезки. Их мы закладываем как плюс 10% ко всем материалам. Поэтому рекомендуемая площадь материалов к закупке – это площадь итоговая плюс 10%. 49 метров квадратных плюс 10% – это 54 метра квадратных. Поэтому так или иначе можете просто не вычитать ваши окна и двери, площадь получится плюс-минус уже с учетом на подрез материалов. Теперь считаем площадь полов и потолков. Формула одинаковая. Умножаем длину на ширину помещения. 6 на 3 – 18 метров квадратных. 18 метров квадратных что для пола, что для потолка. Далее определяемся с материалом. Например, если у нас высоты помещения 3 метра, то мы можем взять 3-метровую вагонку. Ее рабочие размеры 12,5 на 90 мм и 3 метра высота. Чтобы вычислить площадь одной доски, нам понадобится рабочий размер доски 90 мм и высота 3 метра. Я считаю всегда площадь в метрах квадратных. Соответственно, перевожу все размеры в метры, и 90 мм ширина вагонки – это 0,09 метров, а соответственно высота 3000 мм – это 3 метра. В 1 метре 1000 мм. Итак, площадь евровагонки одной доски – это 0,09 умножаем на 3, 0,27 метра квадратных. Итак, сколько штук нам понадобится для стен? Это площадь итоговая, мы делим на площадь евровагонки. 54 метра квадратных мы делим на 0,27, и получается 200 штук нам надо, чтобы закрыть 4 стены, 2 боковых, 3 на 3, и, соответственно, стены 3 на 6, которые с окнами и с дверью. Итак, переходим к потолку. Например, потолок вы захотели зашить вагонкой штиль 12,5 на 110 рабочая ширина у нее. Здесь нам тоже необходимо посчитать площадь вагонки штиль. Если рабочий размер 110 мм, а длина 6 метров, то 0,110 метра умножаем на 6 метров. Получается 0,66 метров квадратных будет в одной доске. Если потолок у нас 18 метров квадратных, то нам понадобится 18 метров квадратных делим на 0,66, это будет 27,3 доски. Я всегда рекомендую округлять в большую сторону, поэтому возьмем 28. Таким же образом считаем полы. Итак, мы видим, что полы, рабочий размер доски 28 на 136 на 6 метров, ширина 136 мм, длина 6 метров. Также таким же образом мы определяем площадь доски 0,136 умножаем на 6, будет 0,816 метров квадратных. И таким образом площадь пола
18 метров квадратных мы делим на метров квадратных в одной доске 0,816, получается 22 дощечки. Нам надо взять 6-метровых, чтобы закрыть пол 3 на 6. Чтобы рассчитать итоговую стоимость всех ваших материалов, умножайте их количество на цену. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем все наши поставки с актуальными ценами. Способ второй. Считаем по доскам. Сразу скажу, что там, где есть окна и двери, считать по доскам, как в нашем примере со стенами, очень муторно. Поэтому прибегаю все-таки оставить первый способ. А вот посчитать полы и стены по доскам можно, даже так будет точнее. Итак, потолок у нас 3 на 6. Вагонку штиль мы будем брать 6-метровую. Соответственно, берем длину 3 метра и делим ее на ширину доски, а она у нас 0,11 метров. Соответственно, 3 мы делим на 0,11, получается 27,3 штуки. Результат тот же, что и в первом способе, только вам будет гораздо нагляднее понять, почему вам надо округлять в большую сторону. Это потому, что если вы купите 27 штук, у вас не хватит 0,3 доски, а это, на секундочку, целых 3,3 сантиметра, щели по потолку и в длину 6 метров. Которую в принципе можно закрыть широким плинтусом, но надо ли? То же самое считаем по полу 3 на 6. Берем доски 6-метровой длины и шириной 136 мм. Соответственно, 3 метра мы делим на 0,136 и получается 22 штуки. Результаты в обоих вариантах будут одинаковыми. Вопрос только, как вам удобнее и понятнее считать. Если у вас есть большие проекты и вы сомневаетесь, правильно ли вам считают ваши строители, у нас есть услуга консультации с дизайнером. Там вы сможете рассчитать пару вариантов ваших материалов, их количество и стоимость на весь ваш дом. Консультация за 3000 рублей явно выгоднее, чем потерять несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей на весь ваш дом, особенно когда вы вообще не вникаете в смету. Как говорится, доверяй, но проверяй. С вами был Город Леса. Удачной стройки и до новых встреч. Пока-пока!